Дао Дэ Цзин — это книга о Дао и Дэ, то есть о Боге Отце и Святом Духе. Она была написана великим китайским божественным мудрецом Лао Цзы примерно 2500 лет тому назад. Дао нельзя познать, лишь говоря о нем. И нельзя назвать человеческим именем то начало неба и земли, которое есть мать всего. Лишь тот, кто освободился от земных страстей, может увидеть его. А тот, кто имеет те страсти, тот может видеть лишь его творение. Впрочем, и то, и другое есть, по сути, одно. Но, тем не менее, с разными названиями. Оба они сокровенны. Причем тот переход, который существует между ними, есть дверь ко всему истинно чудесному. Когда люди узнают, что такое красивое, то появляется и представление о безобразном. Когда узнают, что такое добро, то возникает и понятие зла. Подобно этому бытие и небытие, трудное и легкое, длинное и короткое, высокое и низкое позволяют взаимно познать друг друга. Разные звуки, сливаясь, создают гармонию. Также и предшествующее и последующее в гармонии следуют друг за другом. Мудрый человек предпочитает недеяние и пребывает в тишине. Все происходит вокруг него как бы само собой. Он ни к чему на земле не испытывает привязанности. Он не присваивает сделанное им. Создав нечто, он не гордится созданным. И поскольку он не превозносит себя, не хвалится, не требует к себе особого уважения, то он приятен для всех. Если не превозносить восхвалениями неких избранных, то в народе не будет зависти. Если не выставлять драгоценности материального мира, то не будет воров. Иными словами, если не выставлять на показ объекты страстей, то не будет и соблазнов. Мудрый правитель не создает народу таких соблазнов, но заботится о том, чтобы народ был сытым. Это и ликвидирует страсти, и укрепляет здоровье у подданных. Да, мудрый правитель постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было соблазнов и страстей, а глубоко порочные люди не смели бы действовать.
Отсутствие всего названного приносит покой. Дао выглядит подобно пустоте, но оно всемогуще. Оно в глубине. Оно является первопричиной всего. Оно управляет всем. Оно проницает собою все. Оно сияющий свет. Оно наитончайшее. Оно главная суть всего. Не описать его происхождение, ведь оно само является изначальным. Материя, хоть та, что в небе, хоть та, что на земле, бесстрастна по отношению ко всем существам, будто трава, животные, люди. Хотя она является для всех опорой. Подобно этому и мудрый человек бесстрастен по отношению к другим людям. Пространство над землей пустотно и свободно, как и внутреннее пространство внутри кузнечных мехов или флейты. Причем ведь чем больше простора для деятельности, тем она может быть более эффективна. Тот, кто вмешивается в чужие дела, да еще и много говорит, тот становится несносным для других людей. Поэтому всегда лучше следовать принципу невмешательства и соблюдать покой. Жизнь и развитие наитончайшего вечный и бесконечный. Оно – глубинный фундамент всего остального. Оно есть то, на чем существует материальный мир. Причем оно действует, не прибегая к насилию. Небо и земля долговечны. Они долговечны именно потому, что они существуют не сами по себе и не ради себя. Они созданы Дао и существуют для него. Мудрый человек ставит себя позади других людей, благодаря чему он не мешает людям и может вести их за собой. Он не дорожит жизнью своего тела, но его жизнь охраняется Дао. Это происходит потому, что он тоже существует здесь не для себя. Именно поэтому его личные потребности и осуществляются для него. Мудрый человек существует для Дао и служит ему.
Мудрый живет подобно воде. Вода служит всем существам и не требует ничего себе. Она пребывает ниже всех. Этим она подобна Дао. Жизнь должна следовать принципу естественности. Следуй дорогой сердца. Будь дружелюбен. Говори только правду. Руководи, следуя принципу сохранения покоя. Каждое действие должно быть посильным и своевременным. Тот, кто не стремится оказаться впереди других, может избежать многих ошибок. Не следует лить воду в полный сосуд. И нет смысла затачивать лезвие излишне остро. Или, если целый зал переполнен золотом и яшмой, то кто будет в силах его охранять? Чрезмерность во всем навлекает беду. Когда дело завершено, следует устраниться. Таковы законы гармонии, предлагаемые Дао. Для сохранения покоя следует ощущать единосущность со всем. Тогда, в частности, не смогут возникать ложные эгоцентрические желания. Необходимо утончать сознание. Пусть человек станет подобен в этом новорожденному. Если он становится столь утонченным, у него не будет больше заблуждений. Управление страной и народом должны осуществляться в любви к нему и без насилия. Врата из мира материи в мир скрытый открываются при соблюдении спокойствия. Понимание этой истины возникает при недеянии. Воспитывать без насилия, творить и не хвалиться, создавать, но не присваивать созданное, будучи старшим среди других, не повелевать. Вот истинная праведность великого Д.